Всем привет, меня зовут Сергей Нова, и вы на канале Не Ноль. У меня тут в работе единственный в мире турбовый полноприводный Тибурон. Ну, наверное, единственный в мире. По крайней мере, я больше таких не видел. Кто-нибудь видел Тибурон с такими же характеристиками? И я на нем доделываю всяческие системы для того, чтобы его наконец-то запустить и поехать. Ну и как раз сейчас для того, чтобы мне доделать последние системы, а именно обвязку турбины, мне пришлось здесь все разобрать. Под это дело я хочу здесь навести порядок, красоту, все покрасить, отшкурить, аквабластить. Так что впереди будет все интересно. Не переключайтесь. Ну что, без блестящих железок под капоткой этой машины смотрится не так по-гоночному и по-тюняче. Все стало серое, некрасивое, грязное и невзрачное. Не скажешь, что это уже супер Тибурон, а какая-то, шаха. Ну и, в общем-то, конечно, если здесь не навести порядок, то, наверное, так она и будет смотреться дальше. Даже блестючие железки, которые я повытаскивал, не спасут положение. И вот на этом я хотел бы закончить видос, потому что дальше шли одни бы пиканья и мат. Задний коллектор я снять не могу, а что здесь закручено, что откручено, проверить я тоже не могу. Все сделано так, чтобы можно было установить только на снятом моторе. Я, конечно, не первый раз собираю подобные системы и понимаю, что трудно рассчитать так, чтобы можно было потом все комфортно снимать и ремонтировать. Вот этот дальний коллектор открутить отсюда невозможно при установленном моторе. То есть доступа к шпилькам, гайкам вообще нет. А вон там на блоке находится два слива. Слив с турбины, потому что изначально этот мотор был твин-турбовый, и там стояла турбина, и здесь стояла турбина. Так вот, там остался слив с турбины, и там же остался слив системы охлаждения. Вот у меня есть снятый такой же мотор, это 6А13 твин-турбо, и вот эта задняя стенка, которая находится ближе к моторному щиту, и вот этот выход. Это слив масла с турбины, а вот это слив воды в блок обратно в систему охлаждения, которая проходит через турбину, через заднюю турбину. Но, в принципе, свой пыл я немножко поубавил, когда добрался все-таки до вот этого вот проема, в который видно, что слив масла люди до этого заглушили. Ну и надеюсь, что коллектор тоже протянули. Поэтому остался только слив воды, до которого постараюсь добраться, не снимая мотора. Турбокит на этой машине построен на одной турбине. Это Холсет, вот такого вот размера, с голову человека. Она твинскрольная и, скорее всего, неплохо выдавит из этого 2,5-литрового V6 мотора сил 700 уж точно. Вот так выглядит собранный турбокит. Ну, правда, без одного коллектора. Один коллектор ближний. Вот здесь должен стоять второй коллектор, который сейчас стоит на моторе. Каждый из них приходит во фланец турбины, в свою часть. Это твинскрольный фланец. И на каждом из них стоит свой визгейт. Визгейты внешние, тиаловские. Соответственно, с каждого визгейта идет сброс в даунпайп. Ну и выход с турбины, с горячей части, также в этот же даунпайп и ушел вниз на выхлоп. По холодной части улитка. Здесь вход с фильтра и выход уже на интеркулер. С интеркулера дальше идет уже на дроссель, на коллектор. Коллектор в этой системе тоже непростой. Его переделали, взяли за основу раннеры от родного коллектора и приварили вот такой огромный ресивер и выход на другую сторону под большой дроссель. Это гигантская дроссельная заслонка, которая здесь установлена. На вид только гигантская. На самом деле ее диаметр внутренний это 70 мм. Это про такой же диаметр, как и у родной дроссельной заслонки на этом моторе. Так что видимая гигантомания на самом деле является вполне стоковым решением. Но только таким красивым алюминиевым. Короткие раннеры и большой объем ресивера на такой турбине дают очень хорошее наполнение по цилиндрам. Вся выхлопная система от коллекторов до даунпайпа упакована вот в такую термозащиту. Внутри этой термозащиты во многих местах находится керамика. Вот ее там видно. Вот керамическое волокно, что не позволяет температуре переходить в моторный отсек.
Но, честно говоря, всю эту защиту надо устанавливать и делать в самую последнюю очередь, а не тогда, когда еще полмашины не готова. Сейчас с ней одни проблемы. Я не знаю, может быть, ее, конечно, снять отсюда, но потом я таким образом ее не установлю, ее придется делать заново. Поэтому пока буду мучиться с ней, но если уж не будет получаться, то, конечно, тогда я обдеру и буду делать свою. Термоэкран здесь сделан из вот такого рифленого алюминиевого листа. На самом деле я первый раз вижу, чтобы применялся алюминиевый лист для выхлопных систем. Я же эти термоэкраны делаю из нержавеющего листа, тоже такого же рифленого. Вот так он выглядит в виде пресс-формы и аккуратненько обжимает повороты, углы и прямые. Кстати, с алюминиевым листом, конечно, работать тоже приятно. И если кто знает, где можно купить нечто подобное, потому что вот алюминиевый я вообще никак не нашел, напишите в комментариях, будет очень полезно и мне, и всем зрителям, где и от чего можно подобрать такой вот рифленый алюминиевый лист. Я же свои нержавеющие листы перфорированные покупаю в компании S3D TIG. Ссылочку найдете на нее в описании. Для него также там продаются всяческие пресс-формы для того, чтобы делать красивую обжимку поворотов, прямых и различных сводов. Но также этого материала много в магазинах по тюнингу, но там он, конечно, очень дорогой. Ну, кстати, у себя на канале я делаю серию видосов про инструменты и приспособления для кастома и тиг-сварки от компании S3D TIG. Внизу в описании находится ссылка на этот плейлист. Доступ к коллекторам более-менее есть, к болтам, но это вот так без мотора. На моторе вот эти болты закручивать придется только накидным ключом, так же, как и все остальное. Мне надо сейчас подвести к турбине, сделать слив масла, подачу масла и подать на нее охлаждение в виде воды. Воду я буду забирать классически, так как и было сделано на этом моторе, из вот этого хаусинга. В нем есть выходы под 2 турбины и возврат с одной турбины. Отсюда я и заберу эти выходы. Вот они находятся с этой стороны, вот эти выходы я заберу. А вот эти выходы, которые идут на дроссель и еще на заднюю турбину, я заглушу. Скорее всего, думаю, что можно их вообще заварить для красоты. Ну и потом это все засуну в аквабластинговую камеру и переведу в красивый вид. Так же, как и топливные рейки, так и весь остальной хлам, который стоит под капотом. После аквабластинга детали выглядят практически как новые. Даже теперь нет на вид никакой разницы между листовым алюминием и алюминием, который был отлит в оригинальном коллекторе. Все очистилось, некоторые вещи пришлось даже покрасить. Особенности красиво выглядят те детали, в которых такие медные или латунные детали, типа датчиков, они вообще тогда становятся прям новые-новые. Давно, конечно, надо было здесь все помыть, но, к сожалению, настолько тут много всего открытого, что на полноценную мойку заехать пока что нельзя. Я надеюсь, что потом, когда я нас соберу, то, конечно же, отмоем все нормальным керхером, нормальной мойкой, нормальной химией. Хотя, честно говоря, вот сейчас вот этой химией от Камели, которой я обычно пользуюсь в моих кустарных условиях с помощью, в общем-то, баллончиков и брызгания воды, отмылось все достаточно великолепно. Да, конечно, это не аквабластинг, но в целом, по сравнению с тем, что было, коробка передач уже выглядит как новая. Все вокруг достаточно чисто, приятно работать, можно все устанавливать, все отмылось. И
не висит кусками грязь. Теперь можно отдать в покраску клапанные крышки, ну и пока что, пока они будут краситься, начать устанавливать турбокит обратно на свое место. На самом блоке со стороны коллектора мне еще много чего понадобится, но в первую очередь вот это место, это штатное место, где приходит слив с турбины, с ближней, которая стоит возле радиатора. Подача масла у этой турбины берется из хаусинга масляного фильтра, но, честно говоря, я его хочу отсюда удалить полностью. Учитывая конфигурацию нашего нового коллектора, вот этот весь обход коллектора здесь уже не нужен. И вот эти все вырезы под фильтр тоже не пригодятся. Я думаю, что надо его удалить совсем, поставить вот сюда шайбу для переноса масляного фильтра и вот все разместить где-то в другом месте. Соответственно, освободить здесь место. Ну и шлива здесь уже не будет, ой, точнее подачи масла здесь уже не будет. И придется взять масло подачи на турбину вот с этого штуцера, с этого банджо-болта. А это банджо-болт выводит масло на дальнюю турбину, вот на ту. Ну и, соответственно, коллектор мне придется в этот раз устанавливать опять временно. Все, что мне надо будет проектировать, все нужно с коллектором. Сейчас, поэтому придется его прикрутить, а потом опять открутить. Прикрутить и еще раз открутить. Ну и теперь время настало поставить свод двух коллекторов в один фланец, твинскрольный фланец турбины. Оба коллектора соединяются через вот такие гофрированные соединения, сильфоны. Вообще ни один производитель вот этих гофр, да, сильфонов, не дает гарантию на установку их в коллекторную часть. То есть в основном они продают их как вот такая часть для соединения с визгейтами. То есть тот участок, где выхлопные газы идут не по прямой магистрали, а как бы по дополнительной. Но выбора нет. И для того, чтобы соединенные два коллектора не были закреплены жестко, а если их закрепить жестко, то они просто выломают всю эту конструкцию или изогнут ее так, что она будет надета сюда один раз, и второй раз она вряд ли сюда вставится. Поэтому вот и без них обойтись никак. Не часто, конечно, на место соединения устанавливают оба этих демпфера, но в таком случае как раз очень легко будет устанавливать, и очень мало деформации будет у всей этой конструкции. Еще одно очень важное место в этом соединении – это вот это ухо, это подвес, вот этот винт. Он на себя берет всю нагрузку, весь вес турбины, и для того, чтобы он не висел на коллекторах, иначе они точно проживут не очень долго. Для этого обязательно вот это подвес, подстраховка турбины, подставка под нее. И в данном случае, конечно, она висит на коробках. Она во многих случаях, когда турбину размещают над коробкой, то единственное разумное место – это прицепиться к подушке, к самому, наверное, крепкому месту во всей коробке. Так сделано и здесь. Вот здесь стоит это крепление, и вот вся конструкция висит на этом ухе подушки. Соединяются коллектора со сводом, со своим сводом с помощью V-бандов. Вообще V-банды – это, наверное, самый популярный вид соединения для тюнячных выхлопных систем. Очень прост в установке, а самое главное, что он позволяет вращать деталь, и когда собираешь всю эту конструкцию, первый раз создаешь, то это очень помогает. Но, к сожалению, V-банды дело совсем недолговечное. В первую очередь у них растягивается вот эта резьба от нагрева, от постоянного распора, и они срываются, ломаются, разгибаются, и, конечно, их приходится периодически менять. Но так, в целом, штука, конечно, хорошая, очень удобная, особенно вот для таких систем, как вот здесь. Эти V-банды имеют вот такой язычок, своеобразный быстросъемный элемент, который позволяет всю эту конструкцию собрать вот реально одной рукой. В этой турбине производитель сделал интересный ход. Это по два штуцера
охлаждающей системы на каждую сторону. То есть итого 4 входа и выхода у этой турбины существует на воду. Притом штатно 2 из них заглушены. У меня заглушек оригинальных не было, пришлось подобрать вот такие вот пробки Oil, сливные пробки, кажется, от раздатки. Они сюда прекрасно подходят. И также поставить сюда банджо-болты. Соответственно, одно отверстие будет заглушено, второе будет входом или выходом. На другой стороне все то же самое. Ближнее отверстие я заглушу, а в дальнее отверстие поставлю банджо-болт. Ну, чтобы максимально увеличить путь прохождения охлаждающей жидкости сквозь хаузинг турбины. Честно говоря, не знаю, зачем сделаны эти 4 входа. Мое предположение раньше было, что это для удобства монтажа или для какой-то суперпроизводительной системы охлаждения в 2 потока. Хотя внутри они все соединены, и, в общем-то, производитель в мануале не пишет отдельной информации о том, что надо соединять все 4. И на штатной турбине, изначально на новой турбине, есть 2 заглушки. То есть подключу схему так, как есть, на 2 банджо-болта, и в них пропущу охлаждающую жидкость. Кстати, касаемо мануала по этой турбине. В отличие от системы охлаждения, по поводу масляной системы, там четкие указания. Это сделать вход подачи масла 9 мм и слив масла 19 мм. Честно говоря, я не знаю, где я в своем моторе найду отверстие в 9 мм, чтобы подать сквозь него масло. А если даже и найду или рассверлю какой-нибудь канал, то, соответственно, у меня в обход всего моего мотора уйдет вот такая вот система, почти сантиметровая, да, которая будет качать на полном давлении масло. Я не знаю, зачем производитель написал этой турбине столько масла. Вряд ли как бы это перестраховка, вряд ли это надо, скорее всего, это перестраховка. Но вот придется, конечно, рассчитывать, исходя из штатных диаметров. А штатный диаметр, штатный банджо-болт, ну дай бог, имеет 4 мм толщину, а слив, родной слив где-то трубка 16 мм, а в самом блоке где-то, наверное, 15 примерно миллиметров отверстия. На крайний случай, конечно, учитывая то, что слив будет приходить в поддон, поддон можно будет впоследствии снять, рассверлить и увеличить. Главное поставить трубку достаточно большого диаметра, и учитывая то, что вся трубка слива будет очень длинная, все-таки турбина находится в полуметре от этого слива, я думаю, что в любом случае объем этой трубки, а самое главное для слива масла, это чтобы оно не задерживалось, а уходило, так вот объем этой трубки будет достаточно большой, и вся система будет работать. Поэтому поступлю так. Если вы считаете, что это неправильно, напишите в комментариях. Да и если правильно, то напишите в комментариях тоже. Ваши комментарии для меня это всегда повод задуматься, повод сделать что-то иначе, потому что одна голова хорошо, а 40 тысяч голов еще лучше. Ну и теперь где же брать для этого всего воду? Прежде всего, конечно, придется развернуть турбину, потому что слив должен находиться четко вниз и, как написано в мануале, во всех режимах должен обеспечивать слив масла с помощью гравитации, без всяких посторонних препятствий. Поэтому вот эта точка должна быть нижняя точка. Вот это будет сбоку. Забирать я воду буду как раз из тех же выходов, которые были у штатной турбины. Вот один на подачу, вот второй на возврат, на обратку воды. Мотор у нас V6, охлаждающая жидкость выходит посередине, качается помпой, попадает вот в такой хаусинг, в котором стоит термостат, и распределяется на 2 головы. Также уходит на печку, уходит на дроссель и уходит на ближнюю турбину. Вторая магистраль подачи на дальнюю турбину, она идет с блока. Обратки же все возвращаются обратно в этот хаузинг, то есть с одной турбины, со второй турбины и с дросселя, ну и также с печки. Ну и теперь моя задача соединить все эти точки.
отсюда подать 2 магистрали, соединить сюда, отсюда соединить подачу с блоком, масляную подачу, и отсюда же сделать слив и увести его в поддон вниз. Но соединять это тоже задача нетривиальная, потому что здесь вокруг очень много выхлопной системы. Надо все шланги расположить так, чтобы это потом не нагревалось, не сгорело, не вышло из строя. Так что приступлю сейчас к созданию этой системы. Ну а вы же поддержите меня и мое творчество лайками, подписками, репостами. Не забывайте, что у меня есть еще канал NeoFAQ, на котором я размещаю видео-ответы на ваши комментарии, поэтому пишите как можно больше комментариев. Из них я выберу интересные и отвечу там с указанием автора. Так что пишите комментарии. Но одно дело – это теоретически рассуждать о том, как все пройдет и как все будет красиво, а другое – это практически устанавливать уже какие-то готовые решения. В первую очередь у меня есть Banjo Bolt, это М10 шаг 1.25, это выход стандартный на подачу масла на турбины с блока. И диаметр его внутреннего отверстия – это не больше 3 мм. Мне же по мануалу к турбине надо стремиться к 9 мм. Что поставить туда? Ничего. Стандартная любая турбина легко бы обслужилась бы нормальным шлангом АН4 и переходом из М10 в М4. Дальше тефлоновый шланг, и все отлично. Тут же такой не проходит. Благо, что есть второй переход, это М10 шаг 1.25, соответственно, в АН6. АН6 уже имеет внутренний диаметр почти 6 мм, а в принципе рассверлить, да и вообще использовать самое большое отверстие в резьбе М10 можно, ну, учитывая высоту резьбы, это уже 8,75, да, отверстие плюс еще стеночка, то есть где-то 6,5-6 миллиметров можно максимально вообще что-то вкрутить в это отверстие в М10. Ну, вот так и получается этот переходник из М10 в АН6, он и при желании еще можно его чуть-чуть рассверлить на полмиллиметрика, и он как раз будет в районе 6 мм. Это самая максимальная подача, которую я могу сделать в условиях текущего блока. Соответственно, под это дело надо брать какой-то тефлоновый шланг, вот, соответственно, АН6, и уже исходить из этого размещать фитинги там, где развернется этот шланг. На турбине фланец подачи масла я сделал из какого-то старого фланца слива масла с турбиной. Он ровно подошел по размерам. К нему я приварил АН6 в варной фитинг. И вот получилось такое красивое решение. В это место вкручиваем АН6 90-градусный поворот с тефлоновым шлангом. И уже что-то похожее можно провести. Провести мне надо вон туда, в нижнюю точку на блоке. Там есть как раз место под Banjo Bolt. Там будет стоять переходник. Ну, соответственно, наверное, вот куда-то сюда я смогу затянуть этот болт. Ой, этот шланг. Ну, вот так он сюда пройдет. Ну и вот так вдоль даунпайпа, наверное, ляжет шланг подачи. Уже с этим что-то понятно. И это разместилось.
С водой. С водой пока все не гладко, но воду буду подключать в последнюю очередь. По крайней мере, штуцеры у меня разместились, и да и ладно. А вот что сделать со сливом? Ну, я наконец-то развернул турбину в нужную сторону. Подача сверху, слив снизу. Но пройти вот сюда под коллектор мне практически нереально. В общем, вначале, когда я увидел этот весь свапнутый Тибурон, я подумал, а что здесь проще-то сделать? Взять АН-12 армированный шланг, сделать в варыше на слив, варить в поддон тоже закладной АН-12 и, в общем-то, протянуть шланг без всяких проблем. Но не тут-то было. Не получается здесь провести АН-12 шланг. Хотя бы он по диаметру, конечно, совпал бы с тем, что рекомендует производитель. Но с этим производителем мне уже как-то совсем вилы. Потому что на поддоне у меня отверстие меньше, да и вообще такой диаметр шланга мне некуда девать. Поэтому постараюсь провести какую-то трубу, например, 19-миллиметровую. Внутри она будет 16-миллиметровая. Поставить сильфон снизу, чтобы это соединение было все-таки демпферное, ходило, а не было жестким. Потому что все-таки хоть турбина прикручена к коробке, она ходит вместе с двигателем, но все равно тепловое расширение здесь разное. Турбина смещается относительно корпуса, относительно мотора. Соответственно, мне придется сейчас сделать из трубок либо 19, либо 22 диаметра какой-то проход вот здесь под турбиной, вывести туда. Ну, в общем, такая система, примерно похожая на выхлопную систему, достаточно сложная и замороченная. Но проблемы ожидают меня в каждом узле, с которым я сталкиваюсь в этой машине. Вот холодная часть. Я не знаю, зачем к ней приварили патрубок. В принципе, вполне можно было сделать небольшой прямой участок и надеть сюда силиконовые соединения, а не ставить силиконовое соединение дальше. Но дело в том, что он не развальцован, а это впуск, это давление. Он прям, тут есть какие-то две точки, но что они будут держать, ничего. Поэтому его надо развальцевать. Но мой ручной развальцовыватель, он настолько простенький, что я в него особо даже не смогу зажать эту деталь для того, чтобы развальцевать. Ну, по крайней мере, мне придется очень сильно напрячься, чтобы это сделать. Вот, когда я его зажимаю в свою зиговочную машину, получается, либо у меня с одной стороны ручка будет крутиться и проходить тиски, либо турбина будет упираться об эти тиски. В общем, надо искать какие-то тиски поменьше, что ли, в общем, это все переделывать. Беда. Нет бы это сделать все сразу, когда варили этот пайп. Развальцевать его и приварить целиком уже развальцованный. Была бы красота.
Про эту трубку слива масла можно было снять отдельное полноценное видео. Оно явно превышало по длине текущее, потому что мне пришлось кучу раз ее разрезать, заново сваривать, подгонять. Все из-за того, что эта ее геометрия сделана так, чтобы из точки, где стоит турбина, слив постоянно уходил вниз. То есть ни одного подъема нет, а препятствий на пути у нее очень много. А все дело в том, что вот здесь вот в нижней точке, где трубка приходит в поддон, стоит коллектор. И между коллектором и блоком трубки места практически нет. 3 миллиметра в одну сторону, 2 миллиметра в другую сторону. И вот в этих условиях надо проложить эту трубку. Потом она обходит вот этот выход на масляный фильтр. Потом я сюда хочу поставить шайбу для переноса масляного фильтра, но она по геометрии похожа на это, поэтому, ну и штатное место хочу оставить, поэтому обходил его тоже. Дальше выход. Здесь уже ставится коллектор. И у коллектора вот небольшой, лишь есть небольшое окошко для прохода этой трубы. Дальше она проходит наверх. Здесь, в принципе, ничего особо не мешает, но слив масла достаточно высоко, и вот, чтобы его развернуть, приходится вот так извращаться. Проложить ни с какой другой стороны, кроме этой, я ее не могу. Не вниз опустить тогда. Если я ее опущу ниже и уйду под всеми этими визгейтами, тогда у меня нижняя точка опустится ниже входа вот в это положение над коллектором, и слив уже будет затычный. Обвести с другой стороны тоже не могу, потому что там мешает трубка выхода на дальний коллектор. Вот здесь стоит сильфон гофра, и под ним вообще нет места, над ним это также уже не получается по сливу. Поэтому, в принципе, получается вот такое единственное нормальное положение, в котором она стоит вот вроде как геометрически правильно и постоянно сливает масло вниз. Выходы охлаждения пришлось сделать сверху и снизу. Здесь он обходит турбину сверху, потому что снизу, во-первых, все горячо, во-вторых, все мешается. Шланг прошел так. И задний шланг, который на сливе, он по низу проходит, приходит в турбину и уходит в хаусинг термостата. Остальные патрубки охлаждающей системы вот сейчас, в принципе, разместились финально. Теперь можно посмотреть, как это будет выглядеть в оконцовке. Такая вот охлаждающая система. Шланг подачи масла, как и, в общем-то, наверное, многие шланги охлаждения, которые лежат здесь близко к выхлопной системе, я уберу вот в такие термоэкраны, что позволит их, конечно, уберечь от температуры и сохранить им жизнь и долговечность. Также, наверное, в эти термоэкраны стоит убрать часть топливной системы, которая, по крайней мере, находится вот здесь близко от выхлопной системы. Для того, чтобы обжать фитинги на тефлоновых шлангах, приходится ездить на специальное оборудование. И для этого я езжу в компанию ST Tuning. Внизу в описании есть ссылочка на их сайт. У них также есть всякие термозащиты, термоэкраны и множество фитингов и шлангов. Но я думаю, все заметили, что общий вид подкапотного пространства заметно изменился. Клапанные крышки я покрасил, коллектора и все сопутствующие элементы мотора отаковобластил, очистил. Все теперь красиво. Собирать я, конечно, это еще продолжу, но сейчас вот вид вот такой вот. И это уже больше похоже на тюнячую машину, а не на какой-нибудь там ТАЗ. Теперь, наверное, все основные системы на этой машине готовы. Топливо сделали, впуск сделали, обвязку турбины сделали. Осталась, конечно, электрика. Но в следующей серии еще будет много мелочевок. Еще надо сделать ГУР, перенос масляного фильтра. А самое главное, надо сделать какой-то кастомный
передний стабилизатор поперечной устойчивости. Я даже не представляю пока, как это все делать, но кому это интересно, увидите это в следующей части. Я же очень надеюсь, что все происходящее интересно вам, и вы оцените этот видос и все его предыдущие части по достоинству. А кому не интересно, то ставьте дизлайки, кому интересно, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Главное, репостите это видео всем своим друзьям и знакомым, даже если оно вам не нравится. А на этом это все. Всем удачи, всем пока.